Приветствую всех на моем канале, и сегодня мы с вами будем вязать очень простую, но не менее интересную шапочку бини крючком. Шапочка отлично подойдет на сезон весна-осень и евро-зима. Вяжется шапочка буквально за час, и с работой справится даже новичок. Сразу хочу сказать относительно пряжи. Если вы будете использовать другую пряжу, отличную от той, которую рекомендую я в своем уроке, пожалуйста, делайте самостоятельно расчеты и провязывайте образцы. Шапочку можно дополнить снудом или шарфом такой же вязки. Они вяжутся очень легко и просто, и делать мастер-класс я не планирую, так как сложностей их вязания никаких нет. Это все, что хотела вам сказать, и давайте приступать. Всех приветствую! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую замечательную шапочку бини крючком. Она вяжется очень легко, быстро, просто, и пряжу для нее подобрать и купить можно абсолютно в любом магазине. Вязать мы будем из пряжи Alize Superlana Maxi. Здесь 100 грамм и 100 метров. В моем случае это номер 652. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится один моток пряжи на шапочку размером 56-58. Крючок. Крючок номер 6, один маркер-разделитель. Понадобится, возможно, крючок меньшего размера для сшивания, либо иголочка для сшивания, метровая лента, ножницы. Также нам понадобится листочек, калькулятор и ручка для расчетов. Вязать шапочку мы будем, вот как вы видите, она связана классическими столбиками без накида. Шапочку также мы будем вязать по кругу, без закрывания ряда. И перед началом вязания мы должны сделать замеры, записать на листочек. Это в первую очередь мы должны правильно измерить свой размер головы. Как сделать измерение обхвата головы, вы сейчас увидите картинку на своем экране. Вот именно так нам нужно сделать измерение. И прежде чем приступать к вязанию, мы в обязательном порядке должны провязать образец. Провязывать образец можно из этого же мотка, из которого вы будете вязать пряжу, просто потом мы этот образец распустим. Будем провязывать 10 петель, также крючком номер 6, тем же крючком, которым будем вязать основное полотно шапки. Итак, набираем 10 воздушных петелек. Одна вот петелька на крючке, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. 2 петельки на подъем, 1, 2. И получается вот от крючка первая во вторую петельку провязываем в обратном направлении столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Провязали, опять 2 воздушные петельки на подъем, мы провяжем буквально 3-4 ряда, и также провязываем в следующий ряд столбиками без накида. Обязательно провязывайте образец своей плотностью вязания. Плотность вязания должна быть и в образце, и в шапке одинаково. От этого зависит, какой результат у вас получится. Если вы образец будете вязать туже, а шапку свободнее, то у вас разный результат получится. Либо наоборот, вы образец вяжете свободно, а шапку туго, тоже результат будет разным. Поэтому тут важно провязывать образец и шапку одинаковой плотностью вязания. Также правильно, очень важно правильно измерить размер головы.
Не стоит измерять свой размер головы, объем головы по имеющимся у вас шапкам, потому что шапки бывают разные. Берите ленту и измеряйте именно свой размер головы. Не стоит измерять как-то по тому, какие шапки вы носите. И последний ряд я провязываю. Это у меня первый, второй, третий, четвертый ряд. Еще важно очень правильно измерить размер образца. Провязывайте именно 10 петель, потому что можно чуть больше провязать. Ну, 10 петель это оптимальный вариант, по которому можно правильно сделать измерение. И последний 10-й столбик. Вот так вот у нас вот такой образец получился. Вот у меня моток. И теперь мы берем метровую ленту, берем калькулятор, листочек и ручку. И вот у нас наши 10 петель. И теперь мы делаем расчет. Мне нужно связать шапочку на размер головы 56 сантиметров. И я провязала образец, я его измерила, и у меня получилось в 10 петлях 10 сантиметров. У меня 10 петель равно 10 сантиметров. И мне нужно теперь узнать, сколько мне нужно набрать петель при моем объеме головы 56 сантиметров. 56 сантиметров, вопрос петель. И мы будем рассчитывать по формуле. Мы 10 умножим на 56 и разделим на 10. В моем случае это получается 56 петель. На размер головы 56 сантиметров мне нужно набрать 56 петель. Если вы любите носить шапочки, чтобы они плотно облегали голову, то от полученного числа можно смело отнимать 2-4 петли. Если вы любите посвободнее, то можно прибавить плюс 2-4 петельки. Я люблю, чтобы шапочка была более свободной посадки, но не сильно болталась по голове, поэтому я прибавлю 2 петельки. То есть к своим 56 петлям я прибавлю 2 петли и буду вязать на 58 петель. То есть 2 петли это самое оптимальное, либо в плюс, либо в минус. Для тех, кто хочет поплотнее, мы отнимаем минус 2 петельки. Кто хочет посвободнее, вяжет плюс 2 петли. Кому, в принципе, любит стандартную посадку, не туго, не свободно, а стандартно, тот вяжет по полученному результату, который получился при расчете. После того, как мы все посчитали, мы этот образец распускаем и начинаем приступать к вязанию шапочки. Итак, начинать вязание мы будем с 3 воздушных петелек. Набираем 3 воздушные петельки крючком номер 6. Первая петелька, вторая и третья. Провязали 3 воздушные петельки и в первую петельку вводим крючок и соединительной петлей протягиваем рабочую нить. Все, соединили, вот у нас получилось такое как бы колечко. Далее следующий ряд будет у нас, он называться у нас будет первый ряд. Первый ряд мы делаем 1 воздушную петельку подъема. И в середину колечка, вот где я сейчас вам показывала, мы будем провязывать 8 столбиков без накида. Вот еще раз находим вот эту серединку. Вот она, серединка у меня. И в эту серединку я провязываю 8 столбиков без накида. Ввели крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Первый столбик, сюда же второй, третий, четвертый, 5,
столбик провязала. Седьмой и последний 8. Вот так, 8 столбиков. Когда мы провязали 8 столбиков, на последний столбик мы вводим работу маркер. На последний столбик прикрепляем маркер. Так как я вначале говорила, что вязать мы будем без закрытия ряда, то этот маркер мы в конце каждого ряда будем прикреплять на последнюю петельку. Провязали первый ряд. Второй ряд мы начинаем без всяких петель подъема, а просто вяжем по кругу. И теперь мы в следующем, во втором ряду, мы вяжем по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И всего у нас должно получиться 16 столбиков без накида. В первую петельку провязываем 2 столбика, первый и второй столбик. В следующую провязываем также 2 столбика. Вот уже 4 мы провязали. В следующую петельку также первый столбик и второй, 6 столбиков, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все, провязали 16 столбиков. Снимаем маркер с предыдущего ряда и прикрепляем на последнюю петельку провязанного этого ряда второго. Провязали. Далее третий ряд. Так, у меня есть табличка. Я положу перед глазами, чтобы она у вас была. Вот такая вот. Мы провязали второй ряд. В третий ряд мы будем делать прибавки через 1 столбик. Всего у нас должно получиться 24 столбика без накида. Вот у нас получается первый столбик. В первый столбик мы провязываем 1 столбик. Во второй столбик провязываем 2 столбика. Первый и второй. Опять 1 столбик, 2 столбика. Опять в следующую петельку 1 столбик, в следующую петельку 2 столбика. То есть мы делаем чередование. В одну петельку 1 столбик провязываем, в следующую петельку 2. Опять в следующую петельку 1 столбик, в следующую петельку 2. Вот я провязала 2, опять в следующую петельку вяжу 1 столбик, в следующую петельку 2 столбика. Опять 1 столбик и 2. Один столбик и последние 2 столбика. Провязали, снимаем маркер и прикрепляем на последний столбик ряда. Это мы провязали третий ряд. Первый, второй, третий ряд провязали. Четвертый ряд провязываем без прибавок, то есть по этому ряду по кругу провязываем 24 столбика. То есть в каждый столбик ряда мы провязываем по 1 столбику без всяких прибавок. И просчитываем сразу. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И
и 24. 24 столбик провязала, снимаю маркер и прикрепляю на последний столбик ряда. Провязали. 4 ряд провязали. 5 ряд мы вяжем, то есть прибавки через каждые 2 одиночных столбика. В первый столбик мы провязываем 1 столбик, в первую петельку, в следующую петельку 1 столбик, а в третью петельку 2 столбика провязываем. Опять в следующую петельку 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, а в третью петельку 2 столбика. Опять в первый столбик 1, во второй столбик 1 столбик, а в третью петельку 2 столбика, первый и второй. Опять 1, 1 и 2. И так чередуем до конца ряда. И в последний столбик 2 столбика. Провязали, маркер сняли, прикрепили на последний столбик. Провязали 5 ряд. 6 ряд вяжем без прибавок. Просто по кругу в каждую петельку ряда провязываем столбики и просчитываем. У нас их должно получиться 32 столбика. Тридцать один и 32 столбик. 32 столбика провязала, снимаю маркер и прикрепляю на последний столбик. Все, 6 ряд мы провязали. 7 ряд мы будем провязывать 1 столбик в 1, 1 в 1, 1 в 1, 2 1. То есть мы прибавки делаем через 3 одиночных столбика. Всего у нас должно получиться 40 столбиков. Мы сейчас будем провязывать в одну петельку 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, в третью столбик 1, а в четвертую петельку 2 столбика. И провязываем в первую петельку 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, в третью петельку 1 столбик, а в четвертую петельку 2 столбика. Опять в первую петельку 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, в третью петельку 1 столбик и в четвертую петельку 2 столбика. И так провязываем до конца ряда. В первую 1, во вторую 1, в третью 1, в четвертую 2 столбика. В третью 1 и последнюю петельку 2 столбика провязываем. Провязали, сняли маркер и прикрепили на последний столбик. Все, 7 ряд мы провязали, у нас 40 петель. 8 ряд вяжем без прибавок. В каждую петельку провязываем столбик без накида. И 40-я петелька последняя.
Снимаем маркер и прикрепляем на последнюю петельку. Провязали 8 ряд, 40 петель. Следующий 9 ряд у нас прибавки будут через каждые 4 одиночных столбика. В первую петельку провязываем 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, в третью петельку 1 столбик, в четвертую петельку 1 столбик, а вот в пятую петельку провязываем 2 столбика. В первую петельку 1 столбик, во вторую петельку также 1, в третью петельку 1, в четвертую петельку 1, а в пятую провязываем 2 столбика. В первую петельку 1 столбик, во вторую 1, в третью 1, в четвертую петельку 1 столбик, а в пятую 2 столбика. И так провязываем до конца ряда. В последнюю петельку 2 столбика. Провязали, сняли маркер, прикрепили на последнюю петельку. Все, провязали 9 ряд, 10 ряд вяжем без прибавок. Должно быть 48 столбиков без накида у нас здесь получится. Поэтому провязываем этот ряд без прибавочек. В каждую петельку по столбику без накида провязываем. Итак, вот я провязала. Это у нас 10 ряд, 48 столбиков у нас здесь должно получиться. Прикрепляем на последнюю петельку. Следующий 11 ряд мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Через 5 одиночных столбиков мы вяжем и в шестую делаем прибавку. То есть мы пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. В каждую петельку по одному вяжем, а в шестую петельку вяжем 2 столбика без накида. И смотрите, допустим, когда вы делали расчет, у вас, допустим, получилось, как у меня, но размер головы у вас меньше. И у вас последнее число, допустим, получилось 53 или 51. Вот. А сейчас, если мы сделаем прибавку, будем делать прибавки через 5 одиночных столбиков, у нас получится 56 столбиков без накида. В принципе, я могла бы провязать весь ряд и не делать дополнительные петли на свободное облегание и провязать 56 столбиков. Но я буду добавлять 2 петли. А если у вас получилось, например, 51 петелька, вот вам нужно провязать, или 52, тогда вы знаете, что вы по последнему ряду провязали 48 столбиков без накида, и вам, допустим, нужно всего довязать, вот, допустим, у вас получилось 52 петли, значит, соответственно, вам всего 4 петельки нужно добавить. Тогда вы аккуратно по кругу вот начинаете провязывать столбики без накида, и эти 4 петельки вот равномерно где-то добавляете эти. У кого-то 4 петелек, у кого-то там 2 петли. Вот. Если у кого-то, как у меня, чуть больше, то те вяжут со мной этот ряд. Если у кого-то получилось меньше, и, допустим, 2-3 петельки всего нужно добавить, то вы точно так же вяжете столбики без накида, и эти 2 либо 3 петельки равномерно где-то в какую-то петельку по 2 петельки добавляете. То есть сюда, например, если вам 3 петельки, сюда вы 2 провязали, сюда 2 и сюда 2. То есть аккуратно, равномерно по кругу вы провязываете. Так как мне нужно провязать 58 петель, я сейчас буду провязывать 11 ряд, прибавки делать через 5 одиночных столбиков, у меня получится 56 столбиков. Итак, я провязываю следующий ряд, провязываю в первую петельку 1 столбик, во вторую петельку 1 столбик, в третью 1, в четвертую 1 столбик, в пятую 1 столбик, а вот в шестую петельку я провязываю 2 столбика.
опять в первую 1, во вторую 1, в третью петельку 1, в четвертую 1, в пятую 1 столбик, а в шестую 2 столбика. В первую петельку 1 столбик, во вторую 1, в третью 1, в четвертую 1, в пятую 1 столбик и в шестую 2 столбика. И так провязываю до конца ряда. И в последнюю петельку провязываю 2 столбика. Снимаю маркер и прикрепляю на последнюю петельку. Все, следующий ряд мы вяжем без прибавок. Этот ряд я провязала, и следующий ряд я вяжу без прибавок. Следующий ряд, в каждый столбик ряда я провязываю по одному столбику. В итоге у меня будет 56 петель. И в последнюю петельку провязала, и маркер снимаю и прикрепляю на последнюю петельку. Все. Теперь я беру свой расчет, и по моему расчету у меня получается, что мне нужно добавить 2 петельки, так как сейчас мы провязали 12 ряд, и в 12 ряде у нас 56 столбиков, а мне нужно добавить 58 петель. Значит, мне нужно добавить всего 2 петельки. Как я буду делать эти прибавки? Так как мне нужно добавить 2 петли, то мне нужно их разделить равномерно. Можно с этой стороны и с этой равномерно прибавить по одной петельке. Значит, следующий ряд я провязываю просто столбиками без накида. Ряд столбиков без накида провязываю, так как мне нужно всего прибавить только 2 петельки. И я, например, начинаю делать прибавку. Я решила, например, сделать вот в этой петельке прибавку. Одну петельку я и в эту же петлю провязываю второй столбик. Вот, я провязала 2 столбика, соответственно, я добавила 1 петлю. И теперь следующий столбик я равномерно с другой стороны добавлю. Также и вы делаете. Если вам нужно добавить 2, 3, 4 петельки, вы точно так же добавляете. И вот теперь я добавила здесь 1 петельку, и теперь сюда добавлю, вот в эту петельку провяжу 2 столбика. Провязываю 2 столбика, и я добавила свои 2 петли. Сейчас у меня по этому ряду получается 58 петель. Довязываю ряд до конца. И прикрепляю маркер на последний ряд, на последнюю петельку ряда. Прикрепила. Все, вот я получила свои 58 петель. Для тех, кому нужно больше петель, то есть мы помним, что вот мы в последнем ряде мы делали прибавки через 5 одиночных столбиков. Далее, если кому-то нужно больше объем, значит вы точно так же на 1 петельку увеличиваете. Дальше вы будете делать прибавки через 6 одиночных столбиков, потом, допустим, через 7 одиночных столбиков, до того момента, пока вы не получите свои петельки, которые вы делали при расчете. Итак, напоминаю, если кому-то нужно еще больше добавить, следующий ряд прибавок через 6 одиночных столбиков мы провязываем 2 столбика в 1 петельку предыдущего ряда. И теперь, когда мы получили свое количество петель, мы маркер не снимаем, и от этого маркера мы вяжем по кругу без прибавок. Просто провязываем по кругу, маркер мы оставляем на месте и вяжем в каждую петельку ряда
Просто по кругу провязываем столбики без накида. Маркер мы не снимаем, он у нас так и остается. И вот когда мы подходим, вот у нас на последней петельке прикреплен маркер, мы в эту петельку провязываем последний столбик, маркер мы не снимаем и продолжаем дальше вязать вот так же по кругу, как мы вяжем. В каждую петельку мы провязываем по столбику без накида. Каждую петельку провязываем. Маркер этот у нас так остается. И мы провязываем вот так по кругу. Когда мы провязываем по кругу, мы не забываем примерять на себя, вяжем необходимую высоту шапочки, глубину, так можно сказать, и примеряем на себя. Провязываем столько рядов, сколько нам необходимо, провязали, примерили, провязали, примерили. Кто любит по голове, у того поменьше получится, кто с завышенной макушечкой, у того шапочка повыше получится. Я сейчас провяжу свое количество рядов и к вам вернусь. Ну вот, я провязала необходимое мне количество рядов, примерила на себя. Глубина мне это полностью подходит. И теперь как мы будем закрывать ряд. Напомню, что шапочку я вязала на размер 56-58. И у меня осталось вот буквально совсем немножечко. То есть на этот размер 56-58 вам должно хватить одного мотка. Если размер меньше, то соответственно у вас больше останется пряжи. Если вы будете вязать на размер больше, как в самом начале в титрах я показывала, сколько пряжи необходимо, то вам понадобится чуть больше одного мотка пряжи на размер больше 58. Итак, как мы будем закрывать? Когда мы провязали, вот в моем случае я довяжу до вот маркера, до уровня маркера, чтобы полностью у меня ряд был закрыт. Я провязываю последние столбики без накида. И когда мы будем подходить к маркеру, мы будем провязывать буквально несколько столбиков, вот, чтобы видно было, вот примерно вот до сюда. Сейчас я довяжу. И вот получается у меня раз, два, три, вот 4 столбика остается до уровня маркера. И вот эти последние 4 столбика я буду провязывать соединительными петельками. То есть я ввожу крючок в петлю, подхватываю рабочую нить и протягиваю. Ввожу петельку, подхватываю рабочую нить и протягиваю. И вот так вот я провязываю буквально несколько петелек, чтобы у нас получился более-менее вот ровно вот этот переход. Когда можно провязать вот такими вот петельками, если вы хотите, там немножко ниточки у вас осталось, можно провязать вот так вот до конца. То есть это ни на что роли не сыграет. Ну вот, достаточно. Это у нас шапочка сзади будет. Если вы хотите, если у вас осталась ниточка и вам хватит провязать до конца, можно, в принципе, вот такую аккуратную обвязочку сделать ряда, и у вас будет красивая каемочка шапки. Поэтому можно провязать до конца. Я сейчас провяжу, чтобы ниточку не обрезать, и покажу, как я буду прятать хвостик. Если у вас осталось больше и вы не хотите провязывать такой ряд, то вы провяжете несколько соединительных петелек и будете обрезать нить и прятать хвостики. Сейчас я покажу, как мы будем прятать хвостик. Я просто не хочу обрезать ниточку, и просто для примера вам покажу. Вот еще буквально несколько петелек соединительных. И вот, когда у нас осталось, когда мы решили уже закрывать петельку последнюю, провязали и будем закрывать ряд шапочки, мы вытягиваем эту ниточку, берем
вот такую иголочку для сшивания, если у вас есть. Если нет, можно просто воспользоваться крючком меньшего размера. Вот мы вдеваем ниточку и вот аккуратно в серединку, вот буквально так, как мы вот тут закончили, в серединочку, вот в эту петельку мы вводим, вот подхватываем здесь, вот сюда и наизнанку выводим. Вот так, чтобы это было не видно. Видите, вот мы спрятали, и у нас вообще не видно, где у нас закрылся ряд. И здесь с обратной стороны, то есть мы подхватываем вот петельку какую-нибудь любую здесь и просто завязываем узелок. Вот таким образом мы завязали, и вот у нас получается вот такой вот законченный ряд. В принципе, я показала для образца это. Вот шапочка у нас, здесь вот у нас заканчивался ряд, в принципе можно было сделать и здесь в конце, но я протянула специально ниточку, чтобы показать, что если вы провяжете вот этот вот ряд, вот он, видите, соединительными петельками, то вот я разницу вам покажу. Вот на розовой шапочке я не провязывала, здесь просто был последний ряд столбиками без накида. А вот здесь, вот так вот я положу, чтобы было видно, вот. А вот это здесь я провязала ряд с соединительными петельками, и он несколько отличается. Поэтому, если у вас хватит ниточки, чтобы полностью провязать ряд, и вам нравится, как это вот будет выглядеть, то, пожалуйста, провязывайте. Если вы не хотите так ряд провязывать, либо у вас не хватает уже пряжи, то, пожалуйста, провяжите несколько, 3-4 петельки вот здесь, и вот таким образом, как я сейчас показала, закрепите здесь в конце ряда. Вот, и у нас получится вот такая замечательная шапочка. Также хочу обратить внимание, что если в процессе вязания и после примерки вы обнаружили, что шапка вам получилась большевата, какие могут быть причины? Первое, вы неправильно сделали расчет образца, то есть вы провязали, допустим, образец вы провязали более свободно, шапку вязали более туго, либо наоборот, образец вязали туго, шапку вязали более свободно. Это может зависеть именно от плотности вязания, то есть разная плотность вязания образца и шапки. Либо вы неправильно измерили обхват головы. Вы измерили либо туго, либо свободно, поэтому шапочка у вас получилась либо большевато, либо вам маловато. В любом случае, чтобы исправить погрешность и получить шапку необходимого вам размера, можно воспользоваться двумя способами. Первый – это распустить шапку до уровня маркера, то есть вот до рядов с прибавками, где мы заканчивали, где у нас был последний ряд прибавки. И сократив количество прибавок до нужных вам, продолжить дальше вязание, как я уже показывала. Либо же сделать несколько аккуратных убавок в разных местах в 2-3 последних рядах, вот в этих вот, и тем самым уменьшив объем. Сейчас я покажу, как можно сделать убавки в последних рядах, сократить петельки. Итак, как мы будем сокращать петли, если нам необходимо сделать убавки? Итак, что нам делать, если вы примерили шапочку на себя и шапочка оказалась вам несколько великовато, и вы не хотите распускать до уровня маркера, до ряда с убавками, а хотите быстренько здесь несколько убавить на буквально сантиметр-полтора. Итак, мы распускаем 3-4 ряда последние, то есть распустили, и как мы будем делать убавочки? Мы начинаем убавлять не сразу одну за одной петлей, а также мы делаем убавки, это равномерно по всей окружности шапочки. Итак, мы вводим крючок в первую петельку, подхватываем рабочую нить, оставляем ее на крючке. Вводим крючок во вторую петельку, подхватываем рабочую нить, оставляем на крючке. Вот у нас 3 ниточки на крючке, и мы их вместе провязываем. Провязали. Мы из 2 петелек сделали одну, то есть тем самым мы уменьшили на 1 петлю. Далее мы провязываем,
То есть, когда вы примерите шапочку, вы примерно примерили и, ну, как-то защипнули, да, вот вам настолько, как бы она великовата. Защипнули и посмотрели, сколько нужно убавить. Раз, два, три, 4 петельки надо убавить. И вы вот эти 4 петли равномерно убираете, провязываете дальше. Допустим, провязали равное количество от первой убавки. Вот вам нужно, допустим, 4 петельки убавить. Убавили здесь одну петлю. Подходите к следующему месту, где вы определили, что будете убавлять. Опять вводите крючок, подхватываете рабочую нить. Первая петелька, вводите во вторую петлю, подхватываете рабочую нить, 3 петельки на крючке и провязываете их вместе. И дальше опять вяжете. Делайте убавки сразу, допустим, если вы измерили шапочку, вот примерили, и вам оказывается, что она вот настолько большая, чуть ли не наполовину шапки, то смысла делать вот такие убавки нету. Нужно сразу распускать до уровня маркера, делать правильный, провязывать образец, правильный сделать расчет, значит, вы изначально неправильно что-то рассчитали. И от убавок уже перевязывать, то есть убавить в рядах с убавками и дальше вязать шапочку. Если же вы измерили и вам вот нужно всего буквально 4 петельки убрать, то вот такой вот способ распустить где-то 3-4 ряда, можно 5-6 рядов распустить и сделать вот такие убавочки по кругу. Вот это вполне можно сделать, и это вполне оправдано, чтобы не распускать шапку до уровня маркера. Вот, это вот такой вот секрет. Но в любом случае, чтобы шапочка получилась, идеально садилась по голове и была вам по размеру, это изначально нужно правильно измерить размер вашей головы, измерить правильно образец. Итак, когда у нас шапочка готова, мы все примерили, нам все хорошо, мы возвращаемся к макушечке. И здесь вот нашу петельку, мы ее немножко подраспускаем. Вот я распустила первую петельку, это у меня изнаночная. И я вот так вот хорошо затягиваю. И опять же в иголочку вставляю ниточку. И макушку эту я закрепляю. Можно взять крючок также меньшего размера. Допустим, вот крючок 4 у меня. И здесь закрепить ниточку. Не обязательно использовать иголочку. Вот. Завязали, закрепили, и у нас получится с обратной стороны вот такая аккуратная макушечка. Маркер мы снимаем, когда нам размер подошел, и у нас получилась вот такая замечательная чудесная шапочка. И сейчас я расскажу вам по уходу за этой шапочкой. Никакого сложного ухода за ней нету. Мы ее стираем в мешочке для стирки. Машинная стирка разрешена 30 градусов и обороты не больше 600 оборотов. Жидкое моющее средство. Шапочка отлично носится, она не вытягивается, не садится. И она на температурный режим подойдет до минус 10, минус 15. Если с капюшоном вы носите, то вы ее проносите с удовольствием всю зиму. Вот такая чудная шапочка у нас получилась. И я думаю, вам было со мной приятно вязать. Если было приятно, у вас все отлично получилось, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь, если вы до сих пор на меня не подписаны, связали шапочку и не подписались. Обязательно нажимайте волшебную кнопочку подписаться. И до встречи в новых интересных видеоуроках.